Для узора набираю число петель кратное 4 плюс 3 петли симметрии плюс 2 петли кромочные. Я набираю классическим способом на 2 спицы. Набрала 16 петель, это кратно 4, добавляю 3 петли симметрии, это будет 19, и добавляю еще 2 кромочных. Итого у меня сейчас на спице 21 петля. Снимаю одну спицу и перехожу сразу же к вязанию первого ряда узора. Он будет лицевой, и он вяжется по лицевой стороне. Итак, первую петлю снимаю, это кромочная. Увожу нить за работу. И дальше будет такой элемент, который называется 3 петли вместе лицевой и с дальнейшим прибавлением. В общем, вяжу 3 петли вместе лицевой, то есть вставляю спицу слева направо в 3 петли, как будто бы я провязываю их все вместе одной лицевой, то есть не вот так не надо, так у меня получится скрещенное, и узор будет немножко плотнее. А я вставляю слева направо, вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее. Получается 1 петля, вывязанная из 3. И дальше нужно добавить еще 2 петли. Делаю накид и вставляю опять спицу точно так же, слева направо, в те же самые 3 петли. Снова подхватываю нить и снова вывожу ее. Вот у меня из 3 петель получилось 3 петли. Дальше лицевая. Из этого и будет состоять раппорт этого узора. 3 петли вместе лицевой с дальнейшим прибавлением. То есть делаю лицевая, накид, лицевая. И затем 1 лицевая. Продолжаю так до конца ряда. В конце ряда у меня остается 4 петли, одна из которых кромочная, и 3 петли симметрии. Вот эти 3 петли я снова провязываю, из них 3, делаю 1, 2, 3. И дальше кромочная. Кромочную я всегда вяжу лицевой. Разворачиваю изделие и перехожу к изнаночной стороне. По изнанке здесь все просто. Первая петля снимается, это кромочная, и дальше все петли вяжутся изнаночными. Здесь вот был накид. Смотрите внимательно, как он стоит на спице. От этого как бы зависит, как ввести в него спицу, потому что все накиды делают по-разному. Здесь лучше просто смотреть на то. Стоит, вот он у меня сейчас он перекручен, да, классический способ это когда петля стоит вот так. Поэтому я его просто перевернула и провязала изнаночной. Вяжу все изнаночные до конца ряда. Последнюю петлю опять провязываю лицевой. Это будет кромочная. И третий ряд снова вяжется по лицевой стороне. И он практически идентичен первому ряду с одним небольшим исключением. Первую петлю снимаю. И здесь я делаю эти же самые звездочки. Вот эти вот 3 петли вместе. Из трех вывязываю 3, но в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. То есть, смотрите, вот у меня вершинка предыдущего ряда, и вот у меня вершинка предыдущего ряда. Соответственно, в этом ряду 3 петли вместе нужно связать вот в эти 3 петли. Вот они. Раз, два, три. Да? Здесь у меня 2 петли перед ними. То есть я делаю смещение на 2 петли. Я провязываю сначала 1 лицевая, 2 лицевая, а вот затем вяжу 3 петли вместе лицевой с последующим добавлением. Делаю 1, 2 и 3. Дальше 1 лицевая и продолжаю чередовать до конца ряда. 3 петли вместе лицевой с последующим добавлением. 1, 2, 3. И лицевая.
Чередую так до конца ряда. В конце ряда должно остаться снова 2 лицевых и 1 кромочная. Вот у меня конец ряда, 2 лицевых. Это были петли симметрии. 1, 2 и 1 кромочная. Изнаночный ряд снова идентичен предыдущему изнаночному ряду. Все петли вяжутся изнаночными, за исключением кромочных. Первая снимается. Дальше все изнаночные. Не забываю про накиды, что я слежу за тем, как они надеты на спицу. И если нужно, переворачиваю их. Последнюю кромочную я провязываю лицевой. Но в принципе можно вязать кромочную так, как вы привыкли вязать всегда. Вот что получается. Уже видны такие звездочки, цветочки. И продолжаю чередовать эти 4 ряда на нужную высоту. Таким образом, раппорт этого узора состоит из 4 петель в ширину и 4 рядов в высоту. Вот я провязала несколько рядов в высоту, и вот такой получается узор. Звездочки в шахматном порядке. Такие звездочки можно выполнять и не только через одну лицевую, можно и добавлять большее число лицевых петель, и также большее число простых рядов без всяких звездочек. Можно просто где-то на лицевой глади выполнить такую звездочку. Полотно оно в принципе не стягивает, и число петель при этом не меняется. Тот же самый узор, но на пряже другого качества и другого цвета. Это у меня акрил. Вот так смотрятся эти звездочки. И вот этот образец был из хлопка. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Большое спасибо за ваши лайки, за то, что задаете вопросы и пишите комментарии. Спасибо за внимание. Пока-пока.